Всем привет! Я рада, что вы зашли ко мне на канал, и сегодня мы с вами будем перерисовывать картину Ван Гога «Звездная ночь». Интересно то, что в работе я использовала самые дешевые акриловые краски, цена такого набора примерно 100 рублей, а также видеоурок специально адаптирован для начинающих, так что повторить эту работу несложно. Запасайтесь хорошим настроением, кисточками, красками и начинаем работать. И перед началом хотела напомнить, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео, а также заглядывайте в мой инстаграм и группу ВКонтакте, все ссылки будут в описании. Рисовать я буду на холсте 18 на 24 сантиметра, смешиваю синюю краску и немного белил и закрашиваю весь фон крупной кистью. Также не забывайте, что у холста есть боковые стороны, их тоже лучше сразу закрасить. Даем холсту немного подсохнуть и дальше намечаем сетку. У меня это квадраты 4,5 см на 4. Делаем мы это для того, чтобы было проще перенести рисунок. Образец будет в правом верхнем углу. Затем берем тонкую кисточку, размер 2 либо 3, и черным цветом начинаем намечать силуэт основных элементов. Кстати, я тут не показываю процесс смешивания красок, но если вы не знаете, как это делать, вам что-то непонятно, как получить нужный цвет, то советую посмотреть мой бесплатный курс «Обучение рисованию с нуля». Там есть видеоурок, посвященный смешиванию цветов. Все подробно очень рассказываю и показываю. Ссылка на курс будет в описании под видео. И после того, как мы уже наметили все основные элементы, я делаю несколько замесов. Это белила с желтым цветом, белила с желтым и красным, просто белый цвет. И начинаю кистью круглой синтетической, размером уже чуть-чуть покрупнее, делать вот такие мазки, начиная со светлых участков, переходим потом к темным. Конечно же, я не пытаюсь полностью повторить технику, да и это просто невозможно. Я делаю такой упрощенный вариант, просто наношу мазки, стараюсь между ними оставлять какое-то небольшое пространство. И не забывайте ориентироваться на сетку, которую вы нарисовали. То есть звезды я сейчас рисую не там, где мне хочется, а именно ориентируюсь на карандаш. Так как моя камера немного искажает цвета, я поясню, что сначала я наношу середину, например, желтым цветом, потом добавляю по кругу белый и уже по необходимости сверху еще добавляю оранжевый, либо желтый. Но запомните, там не ярко-оранжевый, то есть красного цвета совсем чуть-чуть. Для неба намешайте несколько оттенков синего, более светлые и более темные. Начинаем мы с такого голубого. Сразу предупреждаю, что замешивайте побольше, потому что краски уходит много. Вообще больше всего в этой работе синего цвета уйдет и белого. В принципе, в этой картине нет ничего сложного. Я, конечно, не имею в виду оригинал, а свою работу. Но по времени это займет 2-3 часа, если вы в таком быстром темпе.
Сейчас можно видеть, что я наношу несколько оттенков, то есть это голубой, чуть посветлее, синий, белый. Делайте так же, и тогда ваша работа будет выглядеть интереснее. И я плавно уже перехожу к такому темно-синему, который у нас будет сверху. Там повторяем все то же самое, ничего нового, просто отдельные мазки разных оттенков, просто они уже потемнее. И в принципе здесь мы уже закончили с вами половину картины, то есть небо у нас нарисовано. И тут я советую вам пойти попить чаю, помыть кисточки, поменять воду, для того, чтобы вы чуть-чуть отдохнули, у вас не замылился глаз. Это очень полезно, потому что если вы будете очень долго сидеть за одной работой, вы просто устанете, она начнет вам надоедать, а также вы не будете видеть ваши небольшие косячки. А вот теперь, после небольшого отдыха, мы можем продолжить. Внизу я также задействую черный, темно-синий, и у нас появляется зеленый. Мне очень повезло, в моем наборе зеленый уже нужного мне оттенка. Бывает такое, что зеленый либо слишком яркий, либо его вообще нет, и в этом случае вам придется смешать его самостоятельно.
Сложнее всего нарисовать город, но самое главное это правильно наметить шпиль по его расположению и высоте. Остальные дома я уже рисовала не все и не особо детально. После того, как мы закончили с городом, видите, достаточно большую часть я просто закрыла деревьями. Мы переходим к последнему элементу нашей картины. Это большое дерево, кипарис. Сначала закрашиваем его черным цветом. И, кстати, мазки я наношу по его форме, то есть не просто закрасила черным пятном, а именно старалась повторить форму дерева. Потом сверху мы наносим зеленый, темно-зеленый и, возможно, совсем чуть-чуть желтого. Конечно, это очень упрощенный вариант. Вы можете добавлять сколько угодно деталей по желанию. Вот такая работа получилась. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Инстаграм. Выкладывайте свои работы в группу ВКонтакте. Не пропустите новые видео. Пока-пока!